утра. Идет погрузка. Я уже пристегнулся. Еще велосипедисты с нами помогут. Погодка там вот так себе. Ну, посмотрим, что будет дальше. Может, повезет с погодой, может, нет. Все почти мокрое. Ну, сырое, по крайней мере. Если будет ливень там, то по прогнозу там дождь, то это будет плохо, но ладно, зато интереснее. Красота! Когда солнце, сразу так здорово. Только светит и сразу поднимается настроение. Какой-то оптимизм буквально появляется. Фантастика. Как это работает, я не знаю. Открываются какие-то горы, более высокие, через которые я поеду. Даже немного страшно, что меня там ждет. А вот, возьмите. Ага. Все, посмотрим. На берегу мы подкрутили педаль, у мужиков была головка на 12, которой мне не хватало. Я думал, что все, проблема исчерпала себя, но как только я сел, все то же самое. Но вероятнее всего это уже подшипник уставший. Но мне главное, чтобы я хоть как-то мог доехать даже на соплях. Небольшой дождик капает. Надеюсь, не будет усиливаться. Буквально шторм! Поливает! О-хо-хо. Какой гром! Пытаюсь спрятаться под дерево. Погода очень быстро поменялась. Бежит и капает везде и отовсюду. Я спрятался под вот таким деревом. Не успел проехать и километра с точки высадки. Холодно! Холодно! Полез я под пленку. Спрятался я под пленкой. Жду, пока стихнет дождь. Ну, еще капает нормально так. Да. Сроки резко увеличились. Сколько же мне ехать по такой дороге? Но ощущение кайф, конечно. Но хуже всего, что дорогу сейчас размоет. И я не знаю, как я буду ехать, сколько я сегодня проеду. И самое печальное, что дождь может идти очень долго. И тогда мне придется в таких условиях вставать на ночлег.
уже в мокрое, уже промокшим насквозь. И это плохо, потому что у меня и так сырые вещи. Есть и хорошая новость. Я набрал воду. Вон с того водопада была молния только что. Хоть эта проблема решилась, у меня 4 литра воды. Парк юрского периода. Вот по такой дороге я еду. В принципе, я думал, будет хуже, но нормально, зацеп есть. Кручу педали. 2-й километр. Будто бы началось все заново. Ну и место здесь как будто совершенно другое. Хотя, казалось бы, разделяет только одно, но большое озеро. Jumping up and down the floor. My hair is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Еду по долине, свернул с дороги и еду по этим живописным местам. Буквально 3 часа назад все было совсем по-другому. Я думал, я встряну надолго, но вот дождя уже давно нет, и выглянуло солнце. До следующей деревни 30 километров. За сегодня я точно это не проеду. Сейчас почти... Трудно управлять одной рукой. Когда руль нагружен. Сейчас почти 5 вечера. Но я проеду еще часа 2, может 3. В зависимости от места. Здесь я бы с радостью встал на ночевку, но еще рано. Хотелось бы что-то такое же. Вперед, 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 вперед! Я героически попытался. Блин, мокрая нога. Не могу оттолкнуться, скольжу по грязи просто. Ой, блин. They used to sing about the birds and the bees. The bees had declared a war. The sky wasn't big enough for them all. The birds, they got help from below, from dirty ponds and the creeks. Небо прекрасное после того, что было днем. Интересно, какая завтра погода. Я не посмотрел, к сожалению, почему-то вчера. Я посмотрел на сегодня, обещали и на Телецком озере всю ночь, и утро дожди. И здесь, на юге. Но в итоге дождь начался только в 2 дня. Да, хочу поскорее посмотреть, какой там откроется вид. Потерял флягу. Причем просто решил посмотреть назад. Ничего ли не выпало. И выпала фляга. Я не услышал, где она выпала. Может, по траве я где-то ехал. По участкам именно на траве. Ну, значит, так тому и быть. Так я не придумал, как ее грамотно закрепить. Может, кому-то она лучшую службу сослужит. Хорошая была фляга в плане удобства. Мне нравилось. Но пью я в основном из воды, которая на руле. Воды вроде вокруг достаточно. И знаю, что перед перевалом надо набрать обязательно. Так что фляги больше нет. Ну ладно, едем дальше. Только что проехал знак с цифрой 10.
Еду вообще как пьяный велосипедист, туда-сюда виляю. Блин, прям к слову пришлось. Неустойчиво очень. Объезжать стараюсь камни, чтобы не пробить колеса. Новосибирцы, земляки, едут оттуда, куда я направляюсь. Забавно, они проехали. Я сейчас думаю о дороге, которая их ждет. Я-то там только что прошел, знаю, как там и что, все видел, а они, может, еще нет, если первый раз тут едут. И наоборот, проехал я мимо них, и они поди подумали: о, он еще такое увидит. Время начало 8-го, я планирую проехать до 8 вечера и искать ночлег. Сейчас где-то 19 километр, до деревни 30. Ну вот, надеюсь, еще километров 6, может быть, намотать, чтобы к ней поближе подъехать. Сегодня будет дикая ночевка по-настоящему. Хоть и дорога рядом, но днем много машин ездила. А сейчас я не помню, когда последняя была. Так что сегодня будет настоящая психологическая проверка. Я сегодня практически не обедал, съел грушу, пару конфет. Инсулин длительный забыл поставить. Длительного действия поставил аж только днем. Можно сказать, без обеда сегодня, но чувствую себя на самом деле почему-то здорово. И фляги нет. 2 литра максимум могу с собой везти. Где-нибудь, где поровнее. Правда, везде камни, блин. Может, не лучшее место, но время 8:05. Солнце садится. Ладно, туда еще проеду, но, блин, так себе место. Зато какой видон. Закат. Опять я не засниму толком закат. Иду вот сюда на ровное, вон к тем деревьям. Черт подери, я здесь, скорее всего, не встану, потому что это, если я правильно понял, курган, он как раз где-то здесь должен быть. Когда я готовился к походу, я помню, видел, что по пути он будет. Ну вот, похоже, с третьей попытки стою на ночлег, время много. Если спуститься, тропинка и речка.
Ну вот тут проверю полянку, если нет. Или вот деревья. Деревья здорово. Низинки как-то грустно. Темно уже, потому что люди здесь ходят все постоянно, я так понял. Put your hand on the stone, it's the stone of a hope you know. They say we will go far, but they don't know how far we'll go. With our legs on the edge and our feet on the horizon. Вот так миленько выглядит моя палаточка. Поставил где-то время к 9, опять поздно. Но вот так выглядит все позади меня. Чернющая туча идет на меня, уже капает. Вторая палатка, блин, промокну, кажется. Выглядит прям жутко. Особенно в сравнении с вот этим небом. Таким безобидным. Ох, сегодня будет интересная ночь. Ладно, главное, я встал. Если бы я еще хотя бы там минут 20 ехал,